Несколько сотен лет назад произошла война между всеми людьми и монстрами. Война длилась более 100 лет, и все они воевали так долго, что в конце концов они даже не помнят, за что воевали. Итак, когда война наконец закончилась, они решили, что поскольку даже не знают причины, вместо этого им следует просто жить в мире. И вот так устанавливается мир между людьми и монстрами. Несколько лет спустя человек доктор Глен Литбейт и его помощник полузмея Софентит Никес, два врача, специализирующиеся на лечении монстров. Они оба чрезвычайно опытные врачи, его не волнует, на что ему придется пойти, чтобы вылечить своих пациентов, а когда дело доходит до приличия, его совершенно не заботит, исцеляет ли это его пациентов. После проверки наличия шишек на обнаженной груди женщины Минотавра, Глен заявляет, что женщина на самом деле болела, потому что была беременна. Закончив обследование в своей клинике, Глен получает письмо от своего мастера. Доктор Ктули говорит ему посетить ближайшую арену, чтобы он мог проверить ее пациентов, пока она в отъезде. На самом деле Ктулхи – женщина-получеловек-полуосьминог, которая также является известным врачом, в то время как Глен рад помочь Софентит не слишком счастлива. Она влюблена в него, и ей не нравится, что он привязывается к своим пациенткам, а у Гленна всегда много пациенток женского пола. Когда два врача достигают арены, они узнают, что пациенты – спортсменки, которые соревнуются в турнирах на арене. Одна из таких пациенток – Тессалия Скифия, кентавр, единственная наследница Скифии Транспорт. Приступая к осмотру Тессалии, Глен понимает, что с ней все в порядке. Глен позволяет ей уйти и приступает к проверке других своих пациентов. Однако после того, как все дела сделаны и когда они уходят, Глен сталкивается с сопровождающими Тессалией. Кей и Лорна подходят к обеспокоенному Гленну. Они говорят им, что с Тессалией наверняка что-то не так, поскольку она не выиграла ни одного матча на арене за последний месяц. Они объясняют, что она была чрезвычайно талантлива и к тому же очень много работала. Если есть что-то, что никогда не изменится, так это вердикт Гленна, и он совершенно уверен, что с Тессалией все в порядке. Однако, чтобы пересмотреть свой вывод, он идет на один из ее матчей. Тессалия снова проигрывает женщине-кошке, и на этот раз Глен понимает, в чем проблема. В тот вечер, когда Тессалия тренируется перед следующим матчем, подходят Глен и двое сопровождающих, чтобы задержать ее. Софентит удерживает принцессу Кентавра в очень неудобном и неуместном положении. Кстати, Гленну удается надеть на ноги Тессалии железные копыта. Она была полна своего королевского наследия и воздерживалась от использования железных копыт. Вот почему ее баланс был нарушен, и она проигрывала матч. Тессалия очень злится на них за вмешательство, но на следующий день сразу же выигрывает матч на стадионе после 10 поражений подряд. Оказывается, во время войны Софнити была привезена в семью Гленна в качестве заложника, чтобы ее семья не отказалась от сделки, которую они заключили с людьми. За это время они стали очень хорошими друзьями, пока война не закончилась, и она была возвращена обратно к себе домой. Позже, по счастливой случайности, они оба поступили в один и тот же медицинский колледж. Однажды доктор Глен и доктор Софенти отправляются за покупками по водным путям Мироу, построенным драконом леди Скади Драгенфельд. Весь город, по сути, является копией Венеции, им приходится путешествовать по городу на лодках. Софенти, явно влюбленная в Гленна, очень рада, что они собрались вместе за покупками. Как только они добираются до магазина, прямо снаружи русалка начинает называть их милой парой и зовет их к себе. Софенти взволнована тем, что она называет их любовниками, и заставляет Гленна отвезти ее к русалке. Русалка Лулала оказывается певицей, которая поет для влюбленных и людей, которые ей платят. Очевидно, она была лучшим бизнесменом. Глен, понимая, что что-то не так, просит песню, но вместо этого платит ей только 2 медные монеты из 3, предложив ей бесплатный осмотр вместо 3-й медной монеты. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Как и предсказывал Глен, девушка не может допеть всю песню и начинает кашлять на середине песни, однако оказывается, что у нее было какое-то заболевание. Глен ставит ей диагноз и замечает волдыри у нее во рту. Затем Глен приступает к проверке жабр русалки самым непристойным способом. В любом случае он узнает, что Лулала проводила слишком много времени вне воды, поэтому она страдала от воспаления жабр и не могла работать лучше вне воды. Лулала рассказывает им, что, поскольку ее отец пропал, ее заставили работать по 12 часов в день, и поэтому она не могла проводить много времени в воде. В этот момент человеческий мальчик падает в реку, и в середине их разговора Лулала прыгает, чтобы спасти ребенка. К тому времени, когда она выходит с ребенком, она очень устала.
Когда врачи проводят ребенку, искусственное дыхание Лулала снова соскальзывает в воду, однако начинает вместо этого тонуть. Осознав это, Глен прыгает в воду, чтобы спасти Лулалу, целуя ее, чтобы заставить воздух поступать в ее тело, заставив ее жабры снова работать. Затем их двоих спасает Софенти, которая использует свой длинный хвост, чтобы вытащить их из воды. Через несколько дней выяснилось, что с Лулалой сейчас все в порядке, она даже устроилась на работу в зале городского совета в Мирроуоти-Руис и может петь там каждый день, зарабатывая. У нее более чем достаточно денег для ее семьи. После всех жаберных испытаний, которые провел Глен, Лулала, похоже, влюбилась. Где-то в Мирроуоти-Руис можно увидеть женщину, преследующую бандитов. Она преследует мужчин по улицам, но внезапно попадает в засаду. На следующий день после того, как Глен и Софенти закончили лечить девочку Слизь, которая выглядела слишком привлекательно для Слизи, к ним подходят леди Скади и ее телохранитель Кунай Зиноу. Скади – девушка-полудракон, получеловек, а ее слуга, по ее словам, человеческий голем, сделанный из нескольких сотен частей людей, смешанных вместе. По сути, она была монстром Франкенштейна. Скади говорила очень тихим голосом, поэтому за нее говорила Кунай. По сути, драка, произошедшая прошлой ночью, произошла между Кунай и какими-то бандитами, и в этом бою она потеряла руку. Скади хотела, чтобы врачи нашли ее руку и прикрепили ее. Сразу же, когда Скади уходит, Кунай отказывается от помощи Гленна, врачи в ее жизни, которые, кажется, подарили ей много плохих воспоминаний, и поэтому она ненавидит врачей в целом. Она говорит Гленну держаться подальше от нее и что она будет искать свои руки самостоятельно. И снова, прогуливаясь по улице, Кунай понимает, что это те самые бандиты, которые устроили засаду, и она решает последовать за ними. Она снова попадает в засаду, теряя ногу. Глен, будучи преданным врачом, отправляется искать руку Кунай, но сталкивается с Тесалией, которая находит ногу Кунай. Глен начинает осматривать ногу и понимает, что швы, наложенные на ногу, на самом деле были сделаны любителями. Глен думает, что, возможно, люди, которые ее сделали, вообще не были врачами. Затем он направляется дальше в город, где сталкивается с Лулалой, у которой есть рука Кунай. Она передает руку доктору и говорит ему, что, возможно, он мог бы использовать эту руку и ногу, чтобы найти ее владельцев. В другом месте Кунай тащится к ближайшей стене. Она слишком расстроена тем, что потеряла и ногу, и руку. Ее главная проблема заключалась в том, что она все еще могла слышать голоса всех людей, части которых были использованы для ее создания. Глен видит, что она борется с трудностями и, несмотря на ее протесты, настаивает на том, что хочет восстановить ее части. Доктор надевает очки и не только зашивает ей части тела, но и прикрепляет все кровеносные сосуды по всему ее телу, исправно объясняя ей, что это, вероятно, вызывало голоса в ее голове, поскольку она не ощущала части тела как свои собственные. Как и любой другой пациент, до сих пор Кунай тоже подозрительно возбуждается, когда получает лечение у врача. После того, как Глен закончит, Кунай благодарит его, несмотря на свою ненависть к врачам. Вернувшись в клинику, один из собутыльников Софенти находит яйцо гарпии и уходит. Софенти пытается разыграть и сказать врачу, что беременна, но Глена слишком сложно обмануть, когда речь идет о любой форме медицинской информации. Софенти рассказывает, что на самом деле она прятала брошенное яйцо гарпии, подаренное ей. Ее подруга рассказала ей, что она нашла яйцо, брошенное на улице. Затем Глен пытается осмотреть яйцо и обнаруживает, что на самом деле это не оплодотворенная яйцеклетка. В этот момент к клинике приближаются несколько бандитов и атакуют ее прямо через главную дверь. Все бандиты – обычные люди, поэтому Софенти легко побеждает их. Когда начинают прибывать новые бандиты, два доктора быстро выбегают наружу и сталкиваются с Кунай. Она объясняет, что бандиты на самом деле были работорговцами, которые ловили птиц гарпий и заставляли их нести яйца и продавать эти яйца тем, кто предложит самую высокую и грязную цену на черном рынке. Врачи просят защиты у городского совета, но все заняты своей миссией. В данный момент уничтожают работорговцев, поэтому у них нет другого выбора, кроме как присоединиться к Кунай на миссии. Скади и Лулала также присоединяются к ним на водных путях. Лулале дали работу в городском совете, чтобы она могла помогать под прикрытием, и это была ее первая миссия. Внезапно на них нападают лучники, но, к счастью для них, Тесалия была рядом, и она отбивается от них. Пока Кунай и Тесалия разбираются с бандитами, снаружи врачи врываются внутрь и находят гарпий, попавших в плен к бандитам. Кажется, они в порядке, однако у одной из гарпий яйцо от стресса повредилось. Скади и Софенти решают, что Глен должен поработать над гарпией, чтобы спасти ее, пока они сражаются.
Глен немедленно приступает к работе и помогает Гарпии попытаться доставить яйцо без каких-либо осложнений. Отбиваясь от приближающихся бандитов, Сафенти вспоминает то время, когда они были детьми, и как ее семья фактически выбрала ее в качестве заложницы, чтобы она могла убить всю семью Гленна, если сделка с людьми пойдет не так. Как только яйцо выходит в целости и сохранности, Сафенти получает удар ножом, окунутым яд, и она теряет сознание в середине боя. Однако вскоре Сафенти просыпается, поскольку работорговцы не использовали достаточно сильный яд. Глен объясняет, что работорговцы были арестованы, и Гарпия благополучно отложила яйцо. Услышав, что все сложилось к лучшему, Сафенти решает признаться Гленну, но взамен Глен показывает, что на самом деле он уже знал о плане Сафенти, поскольку даже его семья провела очень тщательное исследование о ней, когда она прибыла к ним. Несмотря на то, что Глен знал, что она здесь, чтобы убить их, он решил стать ее другом. Это делает Сафенти такой счастливой, что она разрывает на себе одежду и пытается соблазнить доктора, но прежде чем она смогла пойти дальше и превратить это в демонетизированное видео, она падает в обморок. И снова доктор Ктулху просит двух своих учеников пойти вперед и посетить город Гарпий, чтобы оказать медицинскую помощь местным жителям. Тесалия, которая, похоже, решила выйти замуж за Гленна, предлагает ей помочь перевести их в деревню. Когда она тянет их повозку через горы, внезапно происходит оползень. Кей и Лорна бросаются спасать свою хозяйку, и Кей в конечном итоге травмируется. Глен быстро выходит, чтобы оказать медицинскую помощь, но Кей вообще не может ходить. К счастью, несколько гарпий прибывают вовремя и забирают ее в свою деревню по воздуху, в то время как остальная часть группы тоже добирается туда. В деревне супердоктор Глен тщательно осматривает травму и понимает, что это всего лишь растяжение, которое пройдет после нескольких дней отдыха. После лечения кентавра Глен до сих пор не может отдохнуть. Практически каждый человек, или почти человек в деревне имеет ту или иную проблему и появляется во временной поликлинике, которую они установили там. Закончив дневные осмотры, Глен выходит подышать свежим воздухом и встречается с Лорной. Она говорит ему, что была с Тесалией, но ее поблизости нет. Из-за травмы Кей она стала очень рассеяна и почти разрушила переговоры Тесалии об использовании гарпий в качестве авиакурьеров. Обеспокоенная своим помощником, Тесалия идет к Глену и просит его осмотреть Лорну. Глен не знает, с чего начать, поскольку у Лорны нет никаких физических недугов и скорее страдает от психологической проблемы. Он обсуждает этот вопрос с Сафенти, которая говорит ему, что, возможно, у Лорны комплекс доминирования, и ее нужно контролировать, чтобы она чувствовала себя в безопасности и комфортно. Пытаясь исцелить кентавра, Глен прибегает к трюку, связав ее с головы до ног и завязав ей глаза. Удивительно, но Лорна сразу же чувствует себя лучше, поскольку она может лучше сосредоточиться на своей работе. Глен в частном порядке думает, что Лорне, возможно, просто нравится быть связанной. В благодарность Кей и Лорна вместе пытаются соблазнить Гленна. Две дамы говорят Гленну, что их хозяйка хотела выйти за него замуж, и если она это сделает, они также будут его собственностью. Они вдвоем забывают все границы и пытаются заставить Гленна переспать с ними, но Глен быстро отказывается. Кей и Лорна, однако, все еще надеются, что Глен однажды станет и их хозяином. Проверив Кей, Глен, Сафентит и Тесалия посещают Илли, ту самую гарпию, которая лечилась у Гленна, когда они были схвачены бандитами. Илли отказывалась принимать какое-либо лечение у врача, поэтому ее посетил врач. Судя по всему, попав в плен к бандитам, Илли не могла летать. По прибытии Глен быстро проверяет девушку, еще раз используя свои чувственные методы. Он узнает, что Илли вовсе не болела, а причина, по которой у нее падали перья, заключалась в том, что она теряла перья, чтобы могли появиться новые. Илли совершенно недовольна оценкой врача, она не хочет с этим мириться. Девушка в гневе выбегает из дома. Когда Тесалия идет проведать Илли и догоняет ее, Илли показывает, что она хочет стать гладиатором, как она, и сражаться на арене. Илли вызывает ее на бой, и несмотря на некоторые попытки, она в конечном итоге проигрывает опытной Тесалии. Во время боя Тесалии удается заполучить одно из перьев Илли, которое она отдает Гленну. Глен сразу замечает, в чем проблема. Поэтому они быстро собирают все перья, которые Илли уронила по городу, и отправляются прямо к ней. Догнав гарпию, Глен рассказывает, что она линяла, но это была ненормальная линька. В Илли текла кровь Феникса, что означало, что она сбрасывала свои перья, чтобы освободить место перьям Феникса. Несколько дней спустя Глен оказывается прав, Илли хвастается, что у нее новые крылья, и она снова может летать.
Когда одно из ее новых перьев падает в руку Гленну, он замечает, что оно горячее. В течение следующих нескольких дней Глен и Сафентит проведут в деревне несколько семинаров об уходе за своими крыльями и когтями. Однако, когда приходит время им уходить во временную клинику, приходят гарпии, мокрые в белой слизистой жидкостью. Жидкость, очевидно, разлилась по всему лесу, и гарпии не смогли избежать ее. Глен замечает, что это шелк арахны, и два доктора направляются в лес, чтобы разобраться. В лесу Глен и Сафенти сталкиваются с арахнией, гибридом получеловека-полупаука, которая представляет себя как знаменитого дизайнера одежды для монстров, а также как лучшей подруги Сафенти. Арахния показывает, что она здесь, чтобы поймать Илли, чтобы она могла сама увидеть радужные крылья. Она расставила ловушки, чтобы поймать Илли. В деревне очень взволнованная Арахния встречает Илли. На следующий день Сафенти, Кей и Лорна находятся на горячих источниках. Глен попросил Сафенти пойти, поскольку она была хладнокровным монстром, а горячие источники могли сделать ее здоровье крепче. Однако, вернувшись во временную клинику, Арахния понимает, что Глен совсем один. Осознав появившуюся возможность, она просит Гленна прогуляться и берет его с собой глубоко в лес, заманив его в одну из ловушек. Арахния намеревается соблазнить Гленна. Арахния говорит ему, что хочет, чтобы он стал ее любовником, чтобы она могла быть рядом с Сафенти даже больше. Арахния начинает соблазнение, но в этот момент из ниоткуда появляется Тесалия и спасает Гленна из ловушки. Арахния заявляет, что они с Тесалией одинаковы в том, чего они хотят. Тесалия не соглашается и говорит ей, что она искренне любит доктора и в отличие от нее не имеет скрытый мотив. Когда они собираются сразиться друг с другом, появляется Сафенти. Она говорит им, что у Гленна нет времени на ухаживание, он серьезный врач, который хочет только помочь своим пациентам всем, чем может. Она делает выговор своим друзьям и забирает доктора. Позже той ночью, когда Сафенти и Глен садятся выпить, она говорит Гленну, что любит его. Сафенти говорит ему, что ему не обязательно отвечать на чувства, поскольку она знает, что он очень занят. В этот момент их прерывают, когда они слышат приближающиеся толчки. Вся деревня в страхе собирается снаружи, наблюдая, как марширует гигантская богиня Гигас. Они не знают, чем рассердили богиню и готовы принять смерть от ее рук. Однако Тесалия отказывается от такой участи для себя и своих друзей и берет на себя ответственность всех спасти. Илли отправляют в Линдворм, чтобы поговорить с леди Скади. Глен и все остальные собирают свои вещи и решают вернуться в свой город, прежде чем богиня может подойти дальше, но уходя, они понимают, что Тесалии нигде нет. Могущественный кентавр ускользнула, чтобы встретиться с гигантской богиней наедине. Тесалия думает, что если она сможет убить настоящую богиню, Глен ни за что не откажется жениться на ней. Сафенти и Гленну удается добраться до нее как раз вовремя, чтобы помешать ей сделать что-нибудь плохое. Как только они снова начинают уходить, гигант их догоняет. Первое, что делает великан, это чихает так сильно, что вся площадь леса шумит на ветру. Богиня, очевидно, была больна. Она представляется как Диона Нефилим и приближается к деревне, потому что она слышала, что там был врач, который мог бы ее вылечить. Нетрадиционные и порой весьма неподходящие методики нашего супердоктора распространятся так далеко, что теперь буквальные богини просили о встрече с ним. Глен проверяет богиню и обнаруживает, что у нее простая простуда. Он предлагает гигантской богине лекарства, а также просит Арахнию сшить теплую одежду для нее, чтобы она не ходила полуголой по морозу. После открытия клиники Глен и Тесалия встречаются на ужине, который, по мнению Тесалии, является свиданием. Она начинает объяснять, как хотела рискнуть ради него своей жизнью, но тут Сафенти тоже приходит, чтобы прояснить ее замешательство. Борьба за Гленна разгорается как лесной пожар, и, возможно, каждая вторая девушка-монстр хочет его внимания. На следующий день все прибывают в Мирроу Уотервейс на церемонию, где Глен замечает, что что-то не так с хвостом Скади. Когда Скади произносит речь, она теряет сознание на глазах у всех. Как только она падает на пол, Глен и Сафенти бросаются на место происшествия, чтобы дать ей предварительную помощь, после чего ее доставляют в центральную больницу Линдворма. Позже Глен и Сафенти посещают центральную больницу Линдворма, чтобы узнать, что именно случилось. Сразу после входа доктор Ктулхи становится слишком близкой и личной с Гленном к большому гневу Сафенти. Ктулхи останавливается, а затем объясняет Гленну и Сафи, что несмотря на выносливость дракона, у Скади редкое заболевание, которое в конечном итоге убьет ее. Однако дело было не так просто, поскольку Скади не заинтересована в выздоровлении. Она хочет, чтобы болезнь распространилась и в конечном итоге убила ее. Дело было слишком сложным, чтобы справиться.
Позже Кунай просит его помочь Скади. Оказавшись в комнате Скади, Глен впервые слышит голос Скади и обнаруживает, что у нее внешность молодой девушки. Скади неохотно соглашается пройти обследование, и Глен обнаруживает начавшуюся опухоль на груди, проникая в ее вены и изменяя кровоток. Она считает, что это карма за то, что ее предки-драконы покинули царство богов из-за действия во время Великой войны. Это сожаление является причиной того, что она не хочет лечиться. Она хочет умереть, зная, что ее смерть раз и навсегда положит конец грехам ее семьи. Несмотря на это, Глен использует свои сомнительные методы исследования, чтобы проверить все ее жизненно важные органы, и понимает, что операция может решить проблему. Глен тут же просит разрешения Ктулхи провести сложную операцию, и она соглашается, выслушав его искренние мотивы, но опасаясь, что Скади все равно придется убеждать, им нужен как минимум еще один хирург. Глен спрашивает Арахнию о ее навыках шитья, чтобы помочь восстановить поврежденные вены. Арахния сначала отказывается, но смягчается, поняв, что ей придется носить мечестринскую одежду. Наконец-то началась подготовка к операции на сердце. К операции готовы все, кроме самой пациентки. Она даже не согласилась на операцию, так что вся эта подготовка просто бесполезна. Кунай пытается убедить Скади сделать операцию, но Скади снова говорит ей, что она не хочет жить. Тем временем Глен посещает мастерскую кукла, чтобы поговорить с боссом о создании некоторых хирургических инструментов, когда он сталкивается с Меми, красивой девушкой-циклопом. Девушка, похоже, тоже влюблена в доктора, в этом нет ничего удивительного. Ей не хватает уверенности, идя рядом с врачом, и в итоге она спотыкается. Когда они наконец достигают босса, Глен раскрывает ситуацию и дает ему список предметов, что ему понадобится в течение следующего месяца. После этого будет сделана операция. Кукла принимает контракт, но говорит ему, что не может ничего обещать по поводу игл, поскольку у него нет для этого материалов. Глен говорит ему, что все будет предоставлено больницей. Услышав это, кукла поручает работу Меми. Сначала она думает, что потерпит неудачу и во всем будут винить ее. В другом месте Арахния находится в клинике, где тренируется перед операцией. Меми много работает и постоянно работает над порученным ей проектом. В конце концов, она работает до изнеможения. Оказывается, причина, по которой она так усердно работала, заключалась в том, что она нашла новый метод, чтобы сделать более прочные и тонкие иглы. Затем она показывает всем свой новый план, за что ее хвалят. После этого Глен отправляется еще раз убедить Скади сделать операцию. Забавно, что пациента еще нет, а все остальное уже готово. Тем временем Софенти, Арахния и Тесалия решают устроить девичник в пабе. В конце концов, три девушки так сильно напились, что к тому времени, когда они вернулись, была уже поздняя ночь. Когда они возвращаются в клинику, Софенти ловит Арахнию на краже чешуи дракона. Пытаясь бежать, ее останавливают Тесалия и Софенти. Вместо того, чтобы сдать ее властям, как сделал бы каждый здравомыслящий человек, Софенти и Тесалия задушевно беседуют с удивленной Арахнией. Судя по всему, Арахния тоже влюбилась в Гленна. Вернувшись в зал совета, Глен догоняет Скади, где она еще раз объясняет, почему она отказывается от операции. Однако Глен говорит ей, что она заслуживает счастливой жизни, и убеждает ее в том, что грехи ее предков не имели к ней никакого отношения. Она заслуживала того, чтобы отпустить эти грехи, потому что не принимала в них участия. Скади наконец принимает это и все-таки решает сделать операцию. В ночь операции Глен, Ктули, Софенти и Арахния оперируют Скади, в то время как весь Линдвор им дежурит, надеясь на успех. Ночь длинная, операция напряженная. Врачи, к счастью, работают усердно, и операция прошла успешно, и всему городу стало известно, что их лидер жив и чувствует себя хорошо после операции. Придя в себя и отдохнув некоторое время, Скади наконец удается прибыть на церемонию впервые после операции. Она обращается к своим людям и с улыбкой на лице говорит им, что теперь ее жизнь вне опасности и у нее все хорошо. Жизнь теперь может вернуться в нормальное русло, и Скади теперь также может вернуться к своим обязанностям здоровее, чем раньше. Позже той же ночью в городе проходит вечеринка, на которой Глен возвращается к себе домой. Софентит снова злится, что они не могут побыть наедине. Жизнь действительно прекрасна, по крайней мере для Гленна, поскольку несколько девушек, как всегда, стекаются на его сторону. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.